Ну что это за Мондео? Делать будешь? А? Че? Стелс? Будем делать стелс. Короче, не прошло и полгода. Мы наконец-таки сейчас сделаем копейку, да? Вот так вот она ездит. А, подожди, ты тут сделал, да? Там собрал, ты чего? Да. Сейчас мы будем устанавливать акустику MTX и будем слушать. Ну, Дима послушает, стало ли лучше. Он слушал летом еще. Заодно забыл уже, не вспомнить, что он тогда говорил. Вот отсудит машину по всем правилам эмо. Второй раз, уже с новой акустикой. И основные сложности какие в инсталляции у нас возникли, Тигран? Основные сложности уголки вот эти найти. Да ладно, срок. Найти по вменяемой цене. Нашел я их по невменяемой в итоге. Но самая дешевая. Вот пара таких этих уголков с дырками под пищалки обошлась больше 11 тысяч. Они стоили и 16, и 14. Вот этот уголок просто, вот он с пластиковой рамкой. Кусок пластмассы, блядь. С надписью Harman Kardon, конечно, у нас будет крутой теперь. Тигран, не сломай ничего. Тут вот эта обшивка, ага, не ломается. Мы вернемся через 1,5 часа, когда Тигран снимет обшивку. А на самом деле мы тогда снимали, я даже не помню уже за сколько ты. За секунд одну, да, ты снял? У нас такой небольшой подарок нам компания BMW сделала. Эти уголки пришли сразу с пищалками. А ну, покажи. С фирменными. Harman Kardon. Made in France. Я предлагаю, Тигран, наверное, не менять, так и оставить, да, чтобы ничего не портачить. Ну, да, мы сейчас только отслушаем, чтобы было понимание. Если у вас без твиттеров вот такие уголки будут, ну или вы будете колхозить, там резать что-нибудь, мы отслушаем и скажем вам, какая разница между пищалкой MTX и Harman Kardon. То есть, если у вас вот так пришли они, на самом деле даже на дилере удивились, они говорят, мы если честно, не знали, что пищалки будут в комплекте с уголками. Ну, возможно, они все так продаются, если честно, я не знаю. По каталогу мы смотрели, пищалок нет. И все удивились, что пищалки пришли. Тигран уже установил твиттеры, пока я говорю. Можно не только качественную музыку слушать, но и всем говорить, что у меня стоит Harman Kardon, французский. Вот такой вот проект у нас. Немецко-русско-армянско-французский и китайский. Приняли решение самый недорогой комплект ставить, самый доступный. У нас есть аналоги еще, Eaton, Ground Zero, Gladden, MTX самые доступные по цене. То есть смысл этого эксперимента, как я уже говорил, узнать, даст ли что-нибудь нам замена только динамиков, без установки усилителя, без замены головного устройства, без установки процессоров, преобразователей сигнала. Мы меняем только динамики и поймем, дает ли нам улучшение звука такая простая замена. По сложности это не так сложно. Тигран, сколько максимальная стоимость вот работы будет по замене динамиков? 5000? Это с доработкой вот этих вот установочных мест. Тигран, слышь? Она не насыт в коробку? Блин, я что-то камеру не успел включить, Тигран уже все собрал. Ты чё? У нас сейчас так получилось, что левая обшивка, полностью вся левая сторона это штатная музыка, а правая вся полностью заменена. Вот сейчас уже послушали, сейчас уже без Димы можем первые впечатления сказать так, без высоких слов. У нас слева жутко пердит мидбас штатный, когда выкручиваешь на всю, когда чуть-чуть добавляешь баса. И отсутствуют высокие. Справа у нас уже появились высокие, и бас намного мягче, намного меньше срани на нем. То есть он вывозит вот эту, с позволения сказать, мощность. То, что в него летит. В принципе, может быть, на микрофон даже будет слышно. Trying to claim they be dumping. That's only when your funky little fake they be bumping. You can catch a square and get done unfair because I'll be there, I'll be right there. Cocoa butter got that make them all ball. Real life hustler, movie maker. I know how y'all feel. But long as I'm alive, I'ma do the right thing and block out the stress my past criminal life might bring. The only way I used to nip it in the bud was to try to put some bullets in some of you jokers' guts. I got victims. Cheating ain't about the face you make. Ну, то есть я до окончания еще эксперимента могу сказать, что стало гораздо лучше. Тигран, ты согласен? Так и оставим? Да, сейчас у нас отличный демокар штатной музыки BMW. Мы самый-самый дешевый комплект для установки, который бывает в BMW, поставили.
И он, кстати, достаточно хорошо играет за эти деньги. Представь еще усилитель поставить. Ну да, это без усилителя, это штатная башка просто. Ну, мидбас почему еще стал лучше? Там же Тигран ты доработал, да, и посадочное место под него мы проклеили. Сейчас займемся левой стороной. Короче, сейчас заменяем левую сторону и потом едем к Диме на прослушку. А не надо, походу, в убыстренном, что в реальном времени. Я что-то пока камеру настраивал, думаю, сейчас поставлю, сделаю, чтобы в убыстренном потом посмотреть, как разбирается, собирается. Тигран все в реальном времени как-то уже зафигачил. Покажи. Не один. Не один. Не один. Не один. Два. Не один. Знаешь про грузин анекдот, который забыл? Как по-русски слово два будет. Нет. Приходит в магазин и говорит, мне 3 батона, а 1 не надо. Ну и, конечно, если вы хотите еще какой-то тюнинг с минимальными изменениями внешнего вида, доступный по деньгам, это я вам очень рекомендую сделать шумовиброизоляцию. Видите, да, как компания BMW подошла к этому вопросу ответственно. Вот это вот вся шумка, которая у нас есть на двери. Вот этот вот кусочек. А там внутри есть вариант заглянуть? Есть там шумка еще внутри двери? Нету там шумки. Вот, внутри двери Тигран говорит, шумки нету. Это вот вся шумоизоляция, которая у нас есть. Ну, там наклеено, кусок да, типа вибры. Для того, чтобы металл не вело. Ну, вот так компания BMW подходит к шумовиброизоляции бюджетных моделей. Я не думаю, что в тройке намного лучше. Ты тройку разбирал, что там в тройке? Короче, если хотите минимальные изменения, минимальный бюджет, но то, что вам действительно даст эффект, я вам рекомендую шумовиброизоляцию. Полная шумка сколько стоить будет, Тигран, у тебя? Вот копейку, например, если сделать. 35. 35? Угу. С работой, с материалами, да? Да. Ну, это совсем другая машина будет. Обшивку Тигран собрал минут за 15. И еще полчаса проебался с какой-то клипсой, которую мы и не поставили, да, даже? Она что-то там прооткрутилась, отломалась. Короче, так себе там клипсой. И теперь займемся нижним мидбасом. Сиденье снимать не надо. Достаточно откинуть назад. И имеем доступ к вот этому оригинальному BMW-шному решению. Вот каждый раз задаюсь вопросом, как эта идея пришла им в голову. Видимо, просто места больше не было, да? Да, тут нету, понимаете, места в обшивке. Лучше больше кармашков сделать. Лучше вы напихаете сюда больше дерьма, да, чем будете нормальную музыку слушать. Нормальную музыку вам под жопу подложили. Дырка на улице не показывали? Тигран, знаешь, за что уже меня троллят? Говорят, я одеваюсь не стильно, надо к стилисту мне сходить. Посмотрите на Тиграна, вот как он одевается четко. Затрольте его в туфлях. У меня дежавю, мы уже это снимали пару месяцев назад. Тигран опять вандализмом занимается. Очень часто спрашивают, почему Тигран использует какую-то золотую виброизоляцию. Типа, чем она лучше, хуже. Я вас уверяю, выбор сделан исключительно из-за цвета. Просто национальность Тиграна предполагает любовь к золоту. Вот поэтому он использует виброизоляцию исключительно. Вот написано Gold. Я, если честно, даже иногда подозреваю, что он думает, что она сделана из золота. Да. И поэтому надо использовать ее. Все. О, сразу звук, видите? Вообще четко. Барабан. И фазоинвестор есть. Инвестор? Фазоинвестор, да. Какая-то неприятность, по-моему, с телефоном, да, случилась? Чуть-чуть упал. Да это я его разбил, рукой ударил. Зачем? Ну, случайно. Случайно рукой ударил? Ну да. Блин, я с тобой не буду ссориться больше. Нормально. Короче, нормально, собирай, ладно. Оставляем их. Все готово. Уже? Уже снова.
четко. Все, музыка есть. А ну-ка. Наконец заканчивается это Санта-Барбара с копейкой, с установкой музыки. Очень долго длилось, не помню сколько, 2-3 месяца. Сейчас еду к Диме, он отслушает, даст заключение, и я свое заключение тоже дам. Я в принципе его уже говорил, когда мы у Тиграна только установили, включили. И сейчас могу сказать, музыка стала гораздо лучше, ее гораздо приятнее слушать, удовольствие от прослушивания в разы увеличилось. Увеличилась кратно громкость средняя, на которой можно слушать, и максимальная, то есть динамики уже так не пердят, и есть тональная точность поднялась в разы улучшилась сцена, она как минимум поднялась вверх. Теперь и пассажир, и водитель слышат то, что раньше не слышали, добавилось высоких частот. Ну, в целом музыка стала лучше при самых минимальных затратах. Вот, отвечая на вопрос, можно ли улучшить музыку в BMW, особо ничего не меняет? Да, можно. Это не дешево, это вам не в приору там 16 сантиметров поменять динамики. Здесь вы в любом случае устраиваетесь 1000 на 25 на 30. Это минимальный бюджет, но даже за этот бюджет вы можете получить кратное улучшение звучания в автомобиле. Следующий шаг, конечно, можно установить усилитель, можно установить преобразователь, можно установить процессор. Следующий шаг — улучшение аудиосистемы. Бюджет увеличивается до 100 тысяч плюс, и тут уже судьбу не обманешь, дешевле вряд ли, что-то можно быстро и недорого сделать. Сейчас мы закончили простое улучшение аудиосистемы, и вот нам остается только доехать до Димы и послушать, что он скажет, отслушав эту аудиосистему по эмовскому треку. И также пишите, нужен ли обзор копейки. Я думаю, этих обзоров уже куча есть. Но есть у нас приверженцы именно обзоров Loud Sound. Хоть мы не специализируемся на обзорах автомобилей. Если действительно нужен такой обзор, то мы такой обзор снимем. Вздрачните джиперы, посмотрите, что тут стоит. Это вот Дима снимает гараж. Вот у хозяина этой территории, у него есть такое увлечение, джипинг. Это, по-моему, все его тачки или его друзей, не знаю. Вот тут постоянно стоит вот такой ад. Я думаю, на этой машине можно вообще в самую преисподнюю заехать. И еще вытащить оттуда кого-нибудь. На музыку приехали? Да. Могу показать. А? Показать могу. В смысле, у тебя ключи есть, что ли? Ну, конечно. Ну, давай. Дима слушает уже. Судя по лицу, очень наслаждается. Сейчас, я извиняюсь, нарушу сцену. Чик. Я не хочу это второй раз слушать, я уже это слышал. Так, ну вот Дима отслушал, сейчас мы зададим ему вопросы. Вначале просто, расскажи о впечатлениях, поменялось что-то или нет. И если поменялось, то что? Ну, для начала всем привет, спасибо, что слушаете нас. Надеюсь, наши комментарии вам когда-нибудь могут быть полезны. Я, конечно, не помню, как играла до этого Сашина система. Могу просто оценить, что сейчас. Значит, сначала по сцене. Я уделяю большое внимание сцене. По сцене здесь следующее. Из 5 образов маломальски локализация есть у басовой составляющей. Конечно, средняя высокочастотная составляющая локализацию не дают никакую. Но по фокусировке и басовая составляющая так себе. То есть образы как бы на месте, но очень раздуто. А из ЧВЧ образы это флейты, скрипки, даже голос. Непонятно, что откуда играет. И естественно, размеры их никак не сопоставимы с тем, что хочется. Теперь по тоналке. Хочу отметить бас. Бас неплох. Я так вспоминаю, что я тогда поругал Сашин бас. Вот. Сейчас он стал громче, он стал плотнее и уже похож на тот бас, который мы ждем от хорошей аудиосистемы. Конечно, ему не хватает глубины и хотелось бы еще большей громкости, но работа от штатного магнитофона с встроенным усилителем, мы понимаем, что это дает. Вот. Средние частоты мне также здесь понравились. И наполнение у них хорошее и разборчивость. То есть можно различать голоса, разные инструменты. По высоким такого сказать не могу. Высокие частоты, они здесь просто есть.
Это, конечно, некоторый плюс по сравнению вообще без твиттеров ездить, но мы от высоких также ждем разделения инструментов, хорошую прорисовку. Здесь нет, идет сплошной песок. Псс, и все. Саша мне разрешил покрутить чуть-чуть уровни, но не увеличением, не уменьшением темброблока я добиться не смог нормального звучания. Или совсем их мало становится, или избыточно много. Но, наверное, все равно с высокочастотными динамиками лучше ездить. Это то, что я на чем остановился. Да, я напомню, Дима тогда заругал, что сцена отсутствует, ну, не только по ширине, ну, то есть нету центра, но и то, что она вся внизу. Сейчас, Сцена если сравнивать, она безусловно, в любом случае поднялась. Это раз. И два, мы тогда еще ругали, я напомню, то, что пассажиру не видно, ну, динамик левый. Ну, акустическая тень получается. Да, а если сидит пассажир, то и водителю не видно правый. То есть заглушают друг другу динамики. Сейчас у нас оба твиттера слышат оба слушателя, и это как минимум уже даже на центр сцены влияет положительно. Ну и на высоту тут уже речи нету, да, об этом. Высота у нас... Не, ну хотя бы играть не снизу, уже на достаточно комфортном уровне. То есть я бы дал бы оценку этой системе хорошая штатка на 4 балла по 5-бальной шкале. Вот как должна играть штатка. Как до этого было, это, конечно, катастрофа. Говно. Я перефразирую Диму, он просто судит очень долго автомобили и привык быть очень политкорректным к участникам. Деликатным, Да, и даже если участника аудиосистема говно, Дима всегда скажет, как требует доработок. Вот, я перефразирую то, что было, как ты сказал сейчас, не очень... Катастрофа, да? Катастрофа. Я скажу, что говно. Вот любая аудиосистема, ну, штатная в BMW, вот такого начального уровня, я разные уже послушал, что в пятерке, что в тройке, что вот в копейке. Это печаль. Сейчас мы уже добились от Димы, да, несмотря на все, что он сейчас сказал, там плохо, там песок, там это, вот, уже неплохая штатка. Нет, одно жаль, что твиттеры установлены не из комплекта MTX, да, у тебя, Саш, комплект был MTX? Ну, мы решили, да, не заморачиваться, оригинальные. потому что они там стоят так хорошо, выколупывать их не было смысла. Мы отслушали. Громкость у этих Harman'ов, конечно, задрана. Тут лимита по громкости нету по пищалкам. Сейчас их можно задрать. Он Дима убрал, и я тоже их убирал. Нет. Если их сейчас задрать, тут будет свистеть так, что уши будут заворачиваться. Пищалки лупят, будь здоров, можно и вместо иной эстрадки, наверное, Ну, использовать. я не думаю, что любители до громкого звука будут останавливаться на замене только штатных динамиков. Но тем, кому хочется погромче, эту систему уже можно слушать гораздо громче, чем она играла. Другое дело, если мы хотели весь комплект оценить, что дает установка именно дополнительного комплекта. Вот пищалки, наверное, тут бы пригодились. Я думаю, у них и чувствительность была бы согласована со среднечастотниками, и не так бы они тянули одеяло на себя. Но это предположение, вот. На самом деле, только реальная установка даст понять. Короче, вот перефразируя опять политкорректность Димы, мы умудрились запороть инсталляцию даже, которая не требовала, ну, которая не давала шансов запороть, надо было просто поставить все штатное. Но мы оставили Harman, Made in France, вот, ну, не очень они Диме понравились, но я не знаю, мне вот для штатки, я вот слушал сейчас, я раньше вообще в этой машине, я на ней редко езжу, я никогда тут не слушал музыку, я включаю, мне сразу блевать тянуло. Нет, во всяком случае, сейчас да, можно послушать ездить, не морчась, то есть не будет рвотных позывов, можно ездить, слушать. Нельзя сказать, что удовольствие получать, но во всяком случае будет не скучно, это точно. Димино резюме услышали. Если мое вкратце, то у нас выше сцена, у нас появились высокие, причем не лимитировано их по громкости. Их можно делать гораздо громче, чем вся аудиосистема, при этом они захватывают очень сильно SC-диапазон. То есть орать их тоже можно заставить. Они будут хорошо добавлять к середине. Середина у нас получила больше низов. Ты как... Нет, оценил середина это? наполнена хорошо, она и сверху, и снизу есть у середины наполнение, то есть она отыгрывает весь положенный диапазон на достаточно приличном уровне. Да, ну и бас теперь можно назвать басом, но я думаю, что это не только из-за замены динамиков. Ну, это из-за замены динамиков в том числе. У нас увеличилась площадь, потому что штатные у нас здесь 16-е стоят, игрушечные. Вот MTX, вот эти из комплекта были 20-ки, и плюс мы проклеили вот это вот уникальное решение, да, BMW.
Это пластмассовый короб под сиденьем, которого фазоинвертор непонятной формы выходит в короб автомобиля. До сих пор у меня вот... Я до сих пор не могу представить себе ситуацию, в которой люди сидели и говорили: а давайте туда мы поставим. а давайте оставим карманы в дверях. А что мы будем делать с аудиосистемой? А мы ее поставим под жопу и сделаем пластиковый короб с фазоинвертором непонятной формы. И выведем в пороги. Пусть и они там дребезжат. которые, да, то есть это пластик, который прикручен к металлу. Дырка, кстати, там выходит на улицу, заглушенная резинкой. Ты обращал внимание? Да. То есть там видно дно. А у тебя 2 медбаса стояло? Просто многие комплектации BMW имеют только один медбас под водительским сиденьем. Не, я даже про это не знал. А даже медбасов нет. Не, стояло Обычная 2. корзина, вот даже такие штатные системы бывают. Стояло 2. Но это я в основном в обычных в единичках, кстати, да, очень часто именно в единичках я с этим сталкивался. Вот, ну и о главном давайте, о деньгах. Нам вышло этот комплект, если честно, я не знаю, сколько сейчас стоит. На момент тогда покупки он стоил 20 с лишним тысяч. Ну, назовем это 25, да, грубо говоря. И установка, Тигран сказал 5. Ты бы сколько взял, Дим, за... Ну, это стандартная цена за установку 6 мест. То есть тут большая трудоемкость по медбасам, точно так же серединки, пищалки, все это на двери разбирать, снимать вот этот весь проем окна. То есть это 5000 стандартная цена в нашем регионе. Да, я еще оговорюсь про бюджет, про уголки. Мне, к сожалению, не получилось найти недорогие. Я вывалил за эти уголки больше 11, по-моему, тысяч. Это очень круто. Даже с учетом того, что в них стоят какие-то вот эти твиттеры. Ну, вот, проблема в том, что они имеют цельную форму. Но они же не могут из-за этого стоить. Просто для сравнения, вот этот уголок, ну, только без рамки, вот посюда он делается, для BMW 5 серии, он стоит 600 рублей штука. За 1200 я купил пару. А здесь в 2 раза дороже, на копейку. Половина стоимости замены аудиосистемы вышли эти уголки. И я бы этого не делал. На самом деле это было вот ради видео, и мы уже начали, и заморочились. Я их долго искал и в разных местах, и цены были 14, 16, 13. Как ни странно, на официальном дилере была самая низкая цена. На Армаде я их заказал. Пришли они за неделю. И вот они сами там удивились, что они с твиттерами. Они говорят, мы не знали, по-моему, они без твиттеров. И по каталогу они без твиттеров идут. Ну вот такой подарок нам сделали, мы не стали менять. Мы не включили Диме MTX, поэтому это его предположение, что с MTX было бы лучше. Если честно, я тоже так думаю. Ну вот, честно, лень было выковыривать из штатных мест. Там все так аккуратненько залито термоклеем, все зашумоизолировано, все красиво. И мы решили Harman оставить. В любом случае, никогда не поздно подкинуть MTX и послушать, как будет звучать. Еще такой вариант озвучу. Для тех, кто не готов отваливать такие большие деньги за замену полностью всей этой конструкции, можно делать красивые накладочки, где подиум будет выполнен сверху родного этого пластикового уголка. И по денькам сколько это все будет? культурно, красиво. Это не дороже 5000 рублей должно стоить за стерео, ну, за 2 пищалки. Подиумы по 2 Ну, я объясню, почему я так не стал делать. Была цель эксперимента именно замена просто штатной акустики. Мы здесь не виброизолировали двери. Единственное, что мы добавили, это мы завиброизолировали короба. Ну, это просто, я не знаю, грех оставлять вот в таком виде вот этот пластик, в котором играет мидбас. Все, уголки мы поставили штатные, все BMW-шное, все родное. Спасибо Эми за предоставленные материалы. Вот, спасибо Эми, спасибо Диме, что уделил время. Для понимания, Димина участие в этом эксперименте заняло около часа. Да, ну суммарно отслушать первый раз, да. Второй. Тиграна работа заняла около 2 часов, может меньше. И весь этот проект длился около 3 месяцев. Вот, это та часть, которую должен был выполнить я. Меня же душила жаба, заказывая уголки, у меня не было времени, поэтому самое слабое звено в этом эксперименте я, но я его довел до конца. Я надеюсь, мы вам дали ответ на самый важный вопрос. Можно ли добиться улучшения звука минимальными затратами, минимальной работой. То есть, в принципе, если человек рукастый, он даже это может все сделать сам. Там ничего нет суперсложного. Ну, да, все эти кит-комплекты, они никаких сложностей. Таким образом, да, что оригинальные вещи снимаются и неоригинальные вещи ставятся. Все отверстия посадочные, все подключения, они именно как под завод, под АМ. Но я думаю, что если хочется большего результата, то тогда надо рассматривать уже специализированные комплекты не для BMW, а общего назначения. И собирать систему, где будет хорошая твиттер, серединка, мидбас. Все это также можно сделать в таких автомобилях. Ладно, спасибо Диме. Спасибо, Саша.
До новых встреч. Вы можете, если вы хотите следить за его работами, подписаться на его драйв. Он на драйве все это выкладывает. В Инстаграм также это есть. Да. Все эти достижения SQ, все свои эти. И Инстаграм у него есть. Я все это в описании прикреплю. Это как благодарность Диме за участие в проекте. Пушка хвалит петуха. Блин, это стрёмное какое-то сравнение. А вдруг нас люди в зоне смотрят? Каждый кулик свое болото хвалит. Да ладно, я это вырежу. Короче, все, давайте, подписывайтесь там на нас, на Диму, на всех. Smoke my weed, through the city with no detail. Stay low key, get on my level. Maybe try to find me a floor, little cheaper. On 1, 2, I'ma ride around town. Work out a little bit, drop a few pounds. Yell a few kids, get a little mouth. Shoot a little tight, go a little loud. Send a little powder, get a few down. Turn them into millions, stand on the shout. Need more air than all my team. Niggas say anything, fuck them, hit them in the mouth. Back in the day, see I wouldn't be shit. Tell them fuck niggas, nigga bigger me now. My dick, they worse than they bitch. Don't make no sense, we just never them clowns. Go to the club, everybody like wow. Watch cost a car cost a house. Can't be in the club, I'm standing on the couch. Ball up the bottom, big bitch, ballin' out. Tryna got a photo, Lord said it was a drought. Swipe was so hard that they all like, we're going to know. Raised the south, connected out with, get them in, get them out. Coca-Cola, yeah, yo, bought me everything. Yola, baking soda. Cocaine is my girlfriend. Water, water. Damn, I got a force. Да. Слышь? Она не насыт в коробку. Он оценил. Мне не понравился MTX, по-моему. Посмотри, ее что-то заглючило. Пустая башка, она погреться решила на клеенке. А тут тепло. И... Оп! Начинаем. Комментарии, когда обзор круза. Когда обзор круза, Тигран? А тут уже почти все готово. Вообще вот чуть-чуть осталось. Тут в принципе легкий. А кстати, вот магнитофон уже, да? Красотень. Ой. Замша, Алькантара, да, все дела. Палево какое, а? Прям с улицы видно магнитофон. Такое алькантаровой штуки. Непонятно, что больше спиздить хочется, магнитофон или вот эту алькантаровую херню. Насрал кто-то. Походу деньги будут. Скорее бы уже.